Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Extra Utilities на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про трубы в этой модификации. Собственно, труба одной из самых полезных в этом моде. Вот, принцип работы у них очень простой. Значит, делаем такой вот трансфер пайп. Да, крафт, очень дешевый. Далее нам потребуются ноды. Значит, есть у нас варианты вот таких вот retrieval нод, поисковые для айтемов, то есть для предметов и для флуидов жидкостей. Есть, значит, просто трансфер ноды. Значит, это уже, собственно, для того, чтобы забирать предметы непосредственно из сундуков или каких-то других интерфейсов. Также есть у нас для жидкостей, для энергии и для предметов. Давайте возьмем такую ноду и такую же вот для, соответственно, предметов. Так, возьмем сундуки какие-нибудь, поставим. Вот. Ну и, допустим, я хочу из этого сундука перемещать предметы вот сюда. Могу воспользоваться вот таким вот, допустим, трансфер нодом. Ставим, кидаем сюда какой-нибудь предмет, и он перемещается у нас вот сюда. Вот. Можем же то же самое, допустим, опять же хочу из этого сундука переместить сюда, сделать с помощью уже вот такой вот поисковой ноды. Ставим, попробуем кинуть. Видите, тоже засасывает, да? Здесь, по идее, можно, естественно, поставить фильтр какой-нибудь, да, чтобы какой-то именно конкретный откачивать предмет в этот сундук. Допустим, у нас там целая система, да, с сундуками, например, еще какой-нибудь. И мы хотим конкретно вот в этот сундук стягивать, например, не знаю, там, давайте возьмем какой-нибудь, сейчас демонстрация, возьмем, например, камень, да, уже траву. Берем такой вот фильтр. Он очень простой по настройке. Здесь берем, указываем, что мы хотим именно фильтровать. Здесь указываем, это whitelist, это означает белый список, то есть что именно может сюда проходить. Можем наоборот переключиться на blacklist, то есть то, что не пропускает, то есть два режима. Ну, здесь, соответственно, идет ли учет метаданных или их игнорировать, то есть слова root и то же самое NBT. Вот, выбираем, какой нам интересен режим. Вот, допустим, я хочу, чтобы у меня через этот фильтр проходил только камень. Устанавливаем его сюда. И, допустим, кидаем сюда траву, да, сюда кидаем камень. Вот. Так, ну и сейчас ждем. Оба, вот у нас камень пошел. Тут видно еще, кстати, как он поиск делает, да, по вот этим вот трубам. Вот, и камень пошел. Ну, идет достаточно не быстро, да, процесс. Но можно попробовать этот процесс ускорить. Для этого есть такие вот апгрейды, делаются они. Тут несколько видов их. Вот у нас апгрейд майнинг это, я потом попозже расскажу, что это. Вот базовая, кстати, апгрейдовая пластинка делается через резонатор. Мы его рассматривали в предыдущей серии, тут потребуется GP энергия. И золотая пластинка, весовая. Итак, делаем такой апгрейд, значит, базовую пластинку из него, соответственно, вот такие уже апгрейды. Так. Давайте сейчас их обсудим. Так, берем, допустим, вот мы видим, у нас постепенно идет. Можем процесс ускорить. Вставляем таких апгрейды. Максимум 4 штуки их можно в одно место поставить. Вот. Ну, процесс пошел намного бодрее. Можно, допустим, более продвинутые версии поставить. Процесс будет еще и быстрее идти. И, наконец, самые продвинутые. Вот, там, по идее, максимально быстро все будет происходить. Да, обратите внимание, что крафт, соответственно, таких более продвинутых апгрейдов будет происходить уже дороже. То есть, чтобы сделать один такой, вам потребуются вот такие вот Enchanted Ignite, да, которые мы рассматривали в предыдущих сериях, как они делают через Enchanter. А для таких вот, соответственно, апгрейдов вам потребуются уже какие-то демонические компоненты, да, довольно затратные, то есть не так уж просто будет найти, но тем не менее. Вот, такой вот апгрейд еще есть. Значит, такие вот варианты апгрейдов. Кроме того, мы можем сразу поставить, например, апгрейд на стак, чтобы забирать сразу по стаку. Вот, то есть рекомендую, если у вас как бы именно в сундуках какой-то однородный предмет, использовать обязательно такие апгрейды. То есть он будет сразу по стаку одного и того же материала забирать. Давайте проверим. Ставим. И сейчас он, по идее, когда до него дойдет очередь, да, когда он его найдет, через поисковик, он его заберет полностью. Сейчас он его должен искать, по идее. Так, можно попробовать ускорить. Кстати, странно, что так медленно ищет. Ну вот сейчас он быстрее нашел. Видимо, его смущает то, что он начинает поиск, то там смотрит. Возможно, даже каждую ячейку пробегает, смотрит. Вот поэтому вот совместно, значит, использовать ускоритель и вот такой вот апгрейд стак вообще очень классно. Вот видите, сейчас он быстро его раз нашел, забрал. Все, сразу стаком. Так, далее, значит, апгрейд майнинг надо сейчас рассмотреть. Естественно, такие же апгрейды мы можем ставить и в сундуки, и с помощью просто трансфер нода, да, когда мы просто хотим из сундука куда-то откачивать. Тут то же самое, те же самые ячейки, те же самые фильтры можно устанавливать. Та же самая логика. Давайте теперь сейчас апгрейд майнинг рассмотрим. Особенно это интересно, как мне кажется, с точки зрения, допустим, постройки какого-то завода булыги, да, то есть если вы там делаете себе, например, в Industrial Craft утиль сырье, вам будет это интересно. И, между прочим, такие штуки часто даже на серверах разрешены. Давайте попробуем сделать стандартный генератор булыжника. Такой вот у нас, значит, блок булыжника, ведро лавы, ведро воды. Ставим сюда такую трансфер ноду на айтемсы, да, то есть на предметную. Так, смотрим, значит, сюда теперь указываем апгрейд майнинг, улучшение. То есть в более ранних версиях это называлось взаимодействие с миром. Все, видим, у нас пошла, соответственно, работа. Можно попробовать сразу какие-то улучшения. Ну, тут, наверное, на старт не будет работать, какие-то на скорость должны. Вот, на скорость работают апгрейды, да, их можно поставить. Кстати, вот таких вот, я тут показывал красные апгрейды, они 4 штуки делаются там, в одну ячейку можно поставить. Таких вот 16, таких вот стак. То есть чем больше уровень, тем больше можно их стакать. Все, вот поставили. Вот он, пожалуйста, такой примитивный генератор булыги. Дальше трубами можно, например, сундук. Вот, и дальше переработку. Вообще очень классно, посмотрите. Такой простейший вообще генератор булыги. И на серверах, как ни странно, такие часто разрешены. Ну, видимо, потому что они лаги даже не создают никакие. Прикольно. То же самое, по идее, можно сейчас нам будет попробовать проделать с добычей воды. И как раз, когда мы поговорим про жидкости уже, давайте перейдем к рассмотрению таких вот бочек. Значит, есть бочки. Их тут 4 типа. Вот, самая базовая, такая Stone Drum. Самая меньшая по емкости, там, если не ошибаюсь, 16 ведер всего влезает. Вот, ну и дешевый достаточно крафт. Далее более продвинутая, это железная бочка Iron Drum. Вот, она уже, по идее, вмещает 256, соответственно, ведер. Следующий этап это уже такой Reinforced Large Drum, да, здесь уже у нас получается, что золотые
соответственно, алмазы тут используют, ну, такой недешевый крафт, да, вот, и по идее 4000, если не ошибаюсь, ведер должны использовать, вмещать. Ну и, наконец, самая мощная, это вот такая демоническая, вот, огромное количество, по идее, должно вмещать в себя, там, 65 тысяч ведер, если не ошибаюсь. И демонические слитки я, кстати, показывал, как в прошлых сериях крафтится, да, там, когда мы в колодец славы кидаем, соответственно, золотые слитки. Посмотрите, если что, у меня есть это все на канале. Итак, значит, берем эти бочки, давайте попробуем сейчас какой-нибудь источник с водой забирать, например. Но нам же потребуется жидкостная, кстати. Давайте возьму жидкостную ноду, где она у меня здесь была. Так, вот у меня жидкостная поисковая, да, то есть опять же можно куда-то вот к бочке прицепить, например, да, и вытягивать из других труб. Либо вот давайте вот эту трансфер-нод, она будет конкретно из блока забирать. Так, попробуем сейчас вот так вот установить. Так, ставим сюда майнинг. Так, и давайте бочку какую-нибудь прилепим. Давайте возьмем такую, самую простую. Раз. Все. Вот если мы наводим курсор, по идее, ну, про правый клик, и мы видим, сколько у нас, соответственно, сейчас накачалось туда. 2,5 ведра, вот сейчас будет 3. Вот слева внизу в чате. Все, вот так вот можно закачивать. Можно какие-нибудь улучшения поставить, чтобы быстрее, да, происходил процесс уже сразу 16. Давайте, кстати, попробуем более мощную бочку поставить, эту демоническую. Во. И пошел процесс. Смотрите, как быстро с помощью таких апгрейдов мощных накачивается вода. Все. А дальше эту воду можно также опять взять трансфер-ноду, например, поставить на жидкости, да, там. Вот. И куда-нибудь дальше там распределять. Либо из других модификаций также из бочки попробовать откачивать. Естественно, эта бочка может и другие жидкости вмещать, там лаву, даже вроде бы как с другими модификациями взаимодействовать, там из интенсивного крафта можно жидкости использовать, здесь хранить и так далее. Довольно прикольные, особенно вот эти демонические бочки, огромный объем себя вмещают, рекомендую присмотреться. Так, ну еще осталось здесь рассмотреть, у нас есть естественный жидкостный фильтр, да, если вдруг по какой-то причине у вас так получилось, что, ну, может быть, у вас всю систему соединено, да, и в какую-то бочку конкретно вы хотите конкретную жидкость там выкачивать, например, там, допустим, система из труб жидкостных, да, но тут трубы одни, то есть нет разделения на, типа, жидкостные и предметные, энергетические, есть все одно, то есть энергия жидкости и предметы, что интересно, через одну и ту же трубу перемещаются. Вот, допустим, вы соединили в одну систему, там несколько бочек, да, и в одну бочку хотите воду, в другую лаву, вот, пожалуйста, можно таким вот фильтром воспользоваться, жидкостным. Логика у него, по идее, такая же. Тоже указываем какую-нибудь жидкость, например, да, там, все. Будет только лава, например, поступать. Так, далее давайте рассмотрим. Тут есть такие варианты более плоских, как бы, нод. Но это, я так понимаю, если вам хочется место сэкономить, да, чтобы они были максимально плоские. То есть, чтобы впритык что-то, по идее, еще можно было поставить. Ну, вот, видите, даже не мешает мне сундук сверху налепить. Вот, та же самая нода, по идее. Вот, но она, типа, супер плоская. Вот, даже в описании сказано, что тоньше, чем самый тонкий панкейк, наверное, это блинчик. То есть, вот так вот даже. Вот, если вы хотите место сэкономить, рассмотрите как вариант. Далее. Есть, кстати, такие вот фильтры прямо в виде труб. Вот, так, трансфер, фильтр и пайп. Давайте попробуем, вот поставим сейчас снова трубу где-нибудь. Так, где мы трубы? Сейчас я их вытащил, наверное, случайно. Так, трансфер. Вот труба. Также вот идет, потом раз, захотели там, не знаю, где-то отфильтровать. Все, можно туда фильтр какой-то вставить. Там раз, соединили там. Короче, ну такую систему фильтрации прямо на трубах. То есть без присоединения к сундукам, например. Вот такой вариант, такой вот есть, видите. Вот такой вариант трубы. И вот такой. Вот даже можно сдавать типа сингл, один предмет, один стак и так далее. То есть безгранично, тут можно настраивать. Прямо на трубах. Так, далее что у нас осталось? Осталась такая, ну, во-первых, ключ еще есть, кстати. Вот если мы хотим. Вот у нас тут идут, допустим, системка, да, соединена. Вот, и какой-нибудь сундук взял, тут встал где-то вот так вот случайно у нас. А мы не хотим, чтобы сюда что-то попадало или забиралось. Берем этот ключ и можно с помощью него там направление эти настраивать, видите? Вот так вот отключать, подключать, спокойно, вот. Можно пользоваться таким ключом. Крафт у него вроде недорогой тоже. Вот, краситель, соответственно, редстоун и 3 слитка. Так, ну и наконец, довольно интересная штука такая осталась, называется индексер, и есть к нему еще такой индексер ремоут. Появилась именно на версии 1.12.2. Давайте продемонстрирую, как работает. Чем-то напоминает мою систему в каком-то таком отдаленном смысле. Вот, допустим, ставим сундук, даже можно 3 поставить, соединяем их трубами. Такая системка. И можем присоединить это все к вот этому индексеру. Далее мы можем подсоединить сюда ноду. Так, давайте трансфер нод, item. Так, и по идее это у нас соединится все в одну системку. Так, трансфер. Сейчас, прошу прощения. Так, трансфер нод item. Вот, ставим. Вот так устанавливаем. Так, и, значит, допустим, давайте сейчас... У меня какой-то фильтр стоит, убираем. Кладем, допустим, сюда что-нибудь. Сюда булыжник, сюда, например, пускай будет сундук, здесь сюда камень. Даже давайте так, что по стаку, например, и так далее. Смотрим в эту систему и видим, да, у нас в этой системе что находится. То есть можно несколько сундуков так в системку соединить. И по идее мы можем их забирать, кстати. Вот забрали. Но видите, не моментально это происходит, а через какой-то момент. Здесь то же самое. Раз, и вот здесь можем извлечь. Либо наоборот сделать ставку. Так раз, и он куда-нибудь ставит. Естественно, мы там можем это все с помощью фильтров, как бы отрегулировать, куда что поступало, да. По идее, если фильтров нет, ну, наверное, в случайном порядке как-то размещает, или типа того. Ну или, скорее всего, даже в ближайший сундук, в ближайший интерфейс какой-то он толкает. Есть также вариант тут такой индексер remote. Shift правый клик, соединяем с этим индексом. И можем просто то же самое удаленно как-то использовать. Вот. Тоже чем-то напоминает из Applied такой вот беспроводной терминал. Интересная штука, да, если вы, как бы, моя система у вас, допустим, нету AE2, или вы там просто как бы, пока еще не можете себе позволить, вот, пожалуйста, такой довольно дешевый крафт, как я понимаю.
Ну, хотя относительно. Ну, в целом, все равно это не то же самое, что мы систему собирать, как мне кажется. Вот такая вот простейшая система, причем, как я понял, даже энергию не расходует. Вот. Даже через этот можно закидывать, например, назад, ну, куда-нибудь в систему булыгу. Обратите внимание, что это происходит достаточно не быстро. Но мы можем решить этот вопрос, просто поставив ускорителя. Вот в эту ноду, например. Так, где-то у нас было полно ускорителей. Давайте их там позаимствуем. Можно здесь взять, там где-то у меня еще были. Вот так вот. Сейчас ставим сюда. Например. Так, не получается, кстати, одновременно эти и те поставить. Значит, что-то одно. Ну, давайте так. И можно на стак еще сделать улучшение. Все. И по идее, теперь у нас все это будет гораздо быстрее в систему вбрасываться. Вот так вот раз. Видите? Все, гораздо веселее пошел процесс. Вот, забираем. Тоже так довольно быстро. Так, шифтом. Я думал, что шифтом будет по стаку. Нет, не так. Ну shift я зажал, нажал кнопку, он, видите, начал бесконечно так у меня выдавать. Окей. Вот такая вот система интересная. Вроде бы все рассмотрел. Основное. Да, еще, конечно же, остались такие мусорки. Ну, самое простейшее вот такой трэш-кен. Это на тот случай, если вам нужно сюда какой-то мусор там отфильтровать. Ставим трубу, там фильтр какой-нибудь, например, да. Либо фильтрующую трубу, либо, соответственно, там какую-то ноду там на фильтр. Даже, кстати, можно в саму мусорку, видите, есть слот под фильтр. Кладем сюда фильтр, да, указываем там, что сюда мусор какой, допустим, передавать, и все. Он будет уничтожаться. Есть еще вариант в виде сундука, где-то здесь у меня был. Вот. Не знаю, честно говоря, в чем смысл. Потому что в любом случае он будет просто уничтожать всякие предметы. Вот. Шифтом нажал, он туда переместился. Ну, есть еще такие просто варианты. Для жидкости и для энергии. Вот. То есть такие же мусорные ведра, но для жидкости и для энергии. То есть тоже можно лишние жидкости и, как ни странно, энергию тоже ликвидировать с помощью них. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.